Война. День 328. Ситуация на фронтах. Воздух. Для субботних ударов по Киеву, когда не успели включить воздушную тревогу ввиду большой скорости ракет, Россия могла использовать ракеты 48NH для зенитно-ракетных комплексов С-400 в режиме Земля-Земля. Дальность такой ракеты достигает 230 км. Таким образом, пуски могли осуществляться даже с территории России, откуда есть возможность достать до районов на левом берегу. Альянс Свободы. В Bloomberg подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от союзников 410 танков, около 300 БМП, около 1100 бронетранспортеров, 925 МРАПов, 1540 бронеавтомобилей, около 300 буксируемых гаубиц и более 400 самоходных артиллерийских установок, из которых 180 находятся на стадии производства или передачи, 18 самолетов, 34 вертолета, не менее 415 разведывательных беспилотников, а также 95 реактивных систем залпового огня, из которых почти половина это Хаймерс и М270. Также были поставлены различные системы ПВО, к которым скоро добавится зенитно-ракетный комплекс Патриот, обучаться работе на котором сейчас отправились украинские военные в США. Восток. Продолжаются бои по линии Сватово-Кременная. Российские силы атаковали украинские позиции в районе Макеевки и Площанки. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Возле Новоселевского бойцы ЗСУ уничтожили очередной новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Любопытно, что он был подбит с помощью гранатомета АТ-4 ударом в лобовую броню. Любопытно тут то, что он по идее должен был спокойно держать такой удар. Второй танк, увидев это, решил отступать задним ходом. Вот правда, российские танки не особо предназначены для этого, ввиду плохой коробки передач, которая не позволяет ехать задним ходом с нормальной скоростью. Южнее отмечаются бои на подступах к Кременной. Тут украинский генштаб сообщает о обстреле Кузьмины, что косвенно свидетельствует о его контроле, а значит и о Деброве восточнее. Таким образом, дальше осталась только Кременная. На правом берегу Северского Донца были отражены атаки на Белогоровку, Спорное и Верхнекаменское, а вот в Солидаре россияне продвинулись еще западнее и даже пересекли железную дорогу. Наемники Вагнера захватили соляную шахту номер 7. Также появились кадры россиян на станции Соль, и видимо теперь уже можно считать Солидар полностью захваченным. Атака на Красную гору была отражена. Также россияне продолжают осуществлять непрерывное давление на Бахмут, и ситуация там остается сложной. Южнее российские войска атакуют Клещивку с целью продвинуться к трассе Н-32, по которой сейчас идет основное снабжение города. В районе Авдеевки россияне пытались прорвать украинские позиции у Новобахмутовки и Красногоровки. Обе атаки были отбиты, как и на Водяное. Который день подряд отмечаются попытки россиян атаковать небольшими группами в направлении Великой Новоселки, но продвинуться они там не могут. Дальше обстрелы по всей линии фронта, но без каких-либо изменений. Юг. Херсон и правобережье Днепра подвергаются ежедневным обстрелам, от чего страдают мирные жители. Ночью сообщалось о работе ПВО в Севастополе, где россияне заявляют о сбитии БПЛА. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчик тоже ставьте.